Welcome to the stage, Navi Jr. Я уверен, что этот лагерь станет отправной точкой моей карьеры. Будут крутые испытания, знакомства с людьми, продуктивная работа и, конечно же, дисциплина. Первый раз, когда я услышал про идею летнего кемпа, я подумал, что это классная идея. Это была первая идея создать именно базу, академию для основной команды, для организации, где мы научим ребят правильно питаться, заниматься спортом и просто передавать свой опыт, чтобы в будущем они стали профессионалами. Прекращай с утра вот это делать, пожалуйста. Честно, было не очень просто, потому что самому надо было перестроиться, надо было пораньше просыпаться, очень пораньше, а правильно питаться. Но где-то через месяц я уже попал в волну, так сказать, и привык, мне очень понравилось. После летнего кемпа мы утвердили 6 человек, 5 человек основы и запасного, которые сформировали команду Navi Junior. Мы начали в середине сентября тренироваться, позже сделали буткемп, чтобы улучшить свои навыки, получить новую информацию, ну и просто вместе провести время. Мы, по-моему, первую игру проиграли, Winstrike, а потом обыграли довольно сильную команду, Ашер, еще там несколько команд. И для начала это был очень классный результат. Плюс я увидел, как ребята себя могут показывать в турнирных условиях. Кто нервничает, кто наоборот уверенный. И, конечно, качество игры, которое они могут показывать в будущем. Всем привет, меня зовут Илья Осипов, мне 14 лет, играю под ником Monosy. Ну, Илья был на слуху, я видел пару игр, меня впечатлила его механика. Но видно было, что он еще молоденький, зеленый, ему надо очень много учиться. У нас появился новый игрок Monosy. Привет, Илья. Здравствуйте. Ты серьезно? Ну, Илья очень позитивный малыш был, и есть, в принципе. А он оставил отличное впечатление, добрый, отзывчивый, и в первую очередь он хотел много работать. Поэтому я сразу понял, что с него что-то получится. В то время я где-то уделял часа 3 в день, наверное. Я слышал про Даню, мне много кто его советовал, и получилось так, что мы встретились на одном из турниров в Киеве, пообщались, я ему предложил скинуть свои игры, и, в принципе, так все и началось. Настал момент, когда в Navi Junior стало 8 человек, то есть пятерка и 3 запасных, Родион, Илья и Даня. Я понял, что надо что-то делать, добрать людей, чтобы мы организовали еще одну команду, потому что у них не было возможности тренироваться втроем. Пришла идея еще добрать 2 человек и создать команду Navi Youth. Новыми 2 игроками стали Серега Погорелов и Даня Синукс. И вот мы утвердили пятерку, они начали понемногу тренироваться. Есть какие-то смешные, забавные истории с БК? Вот моя забавная история сидит все время. Валера всегда себя хорошо показывал на дистанции, в первую очередь как игрок. Он принимал часто неординарные решения, но видно было, что он еще молодой. Очень важно было, чтобы он как-то плавно перешел, чтобы его игроки приняли, потому что если бы вначале у него не получилось, это была бы, возможно, травма, да, что я не подошел Нави. Мы долго оттягивали, и тут уже хорошую работу провел Андрей и вся, наверное, организация по внедрению Валеры в основной состав. Главное верить в то, что ты делаешь, в то, что у тебя получится, и все будет окей. Таким образом, основная идея Navi Sports Camp начала воплощаться в жизнь. И это нам позволило, главное, отказаться от трансферов. Стало понятно, что
Замена в основе скоро произойдет, это было еще видно в январе, и, соответственно, было видно также по юниорскому составу, что нам надо обновлять состав, омолаживаться, делать упор более на молодых игроков, потому что основа не резиновая, все, к сожалению, туда попасть не могут. Мы выставили на трансфер, отпустили потом топу Кирилла Господарова и Капачо. И новый состав стал Илья Монеси, Женя Ункер. Мы добрали 3 игроков с Нави Юс. Параллельно с этим мы продолжали искать ребят, чтобы расширить наш состав и постараться по максимуму забрать молодые таланты. Так мы нашли Диму Демона и Адама Фрозика. Мне 15 лет, зовут меня Влад, я родом из Москвы, играю в компьютерные игры, но и оказался в организации Natus Windsor. Родион посоветовал просмотреть игрока, он мне часто помогал, давал игроков, посмотри, советовал. Мне понравилась его механика, его стиль игры, как он двигается, и я решил его подписать на будущее, на перспективу. Некоторое время Влад был без команды, потому что мы не могли добрать людей, не было и времени, просто места откуда брать. И хорошо, что мы решились на шаг такой запустить Na'Vi Hub. Он нам помог добрать игроков Na'Vi Youth. Это в будущем для нас такая подушка, где мы можем набирать игроков. Таким образом, мы добрали Владу 5 игроков, потому что решили, состав должен стать из 6 игроков. К Na'Vi Youth присоединились Дима Фен2K, Андрей Нипл, Марк Unbroken, Влад Ксела и Максим Шайн. Академлига нам дала возможность показать себя, и главное, это площадка для молодых игроков. Ожидания были, конечно, хорошие, но за 1,5-2 месяца очень тяжело показать результат, особенно у ребят, у которых не сильно много знаний. То есть просто на механике тяжело было выехать, когда такие команды, как Маус и НИП. Некоторые игроки показали себя не с лучшей стороны, и я принял решение сделать замену. Так в команду покинули Даня Синукс и Серега Погорелов. Конечно, я очень ждал первый лан. В первую очередь я был рад за ребят, что они могут показать себя. И очень важно было увидеть, как они будут себя вести во время турнира, как будут нервничать, какие ошибки будут совершать, или наоборот, они себя покажут с лучшей стороны. Было приятно, что они вышли на сцену. Конечно, небольшая, без зрителей, но это их только первый шаг. Я считаю, удачно выступили. Мы сделали упор на результаты, заняли 2 место, проиграв в финале Маус. Но настал момент, когда большинство игроков уперлись в потолок. Академия уже не может им давать много информации, и им надо переходить на более высокий уровень. Соответственно, мы приняли решение выставить некоторых игроков на трансфер и расформировать Na'Vi Junior. Женя и Родион изменились, конечно, в лучшую сторону. Они повзрослели как и в игровом и личностном плане. Уровень игры их увеличился, и я думаю, весь опыт, который они получили в Na'Vi Junior и просто в Na'Vi, как правильно работать с медиа, с спонсорами, как правильно играть и на что делать упор, им поможет в будущей карьере. Трансфер Ильи был вынужденный, а основной состав сейчас показывает фантастический результат. Весь год они побеждают, и логично предположить, что замены там не нужны. Илья выращивался четко под основу, но мы понимали, что мы не можем его держать в золотой клетке. Надо давать игроку развиваться. Я верю в то, что Илья станет сильным игроком, одним из лучших в мире в течение нескольких лет, и в будущем он вернется в Na'Vi и принесет нам пользу. В составе Na'Vi Junior остался Данил Хетрик, мы в него очень верим. Я уверен, что в будущем, если он будет правильно работать, уделять время всему этому, он станет одним из главных претендентов на переход в основной состав Na'Vi. Также мы перевели 4 игроков с Na'Vi Youth к нему, и они будут тренироваться к новой Академлиге. Спустя 3 года я очень рад, что я принял предложение организации возглавить Академию. Я очень рад работать с молодыми игроками, и смотря как у нас все происходит, какие игроки у нас появляются, я понимаю, что это все было не зря. Женя, пятюк!
Медиа. Ну да, давай. Я мой банан, чтобы держать чистый банан.